Ты водишь. Ты водишь. Привет! Это развлекательно-познавательное шоу «Ты водишь». За столом трое радиоведущих из Петербурга. Виталий твой. Настасья. И Дарья Лебедева. Правила игры максимально просты. 3 ведущих, 3 раунда. На чьей стороне удачи сегодня решит игра, как обычно, все спонтанно. Решит не только игра, но и деньги, потому что сегодня у нас тема «деньги». Money, money, Да, money. играем мы на деньги, но, правда, не настоящие, а вот это деньги из монополии. Да. Но зато финал у нас вполне реальный и совсем не игрушечный. Да, сегодня мы решили порадовать наказанием наших слушателей и зрителей. И тому, кто расскажет самую интересную историю про деньги в комментариях, мы оплатим подарок. Ну, как мы, проигравший, Да. оплатит подарок. Ну, может, скинемся там, договоримся. Ну, если все проиграем, то тогда да. Смотрите этот выпуск, рассказывайте свои самые необычные, интересные и, может быть, даже кринжовые истории про деньги. Вполне себе Да, реальными. комментарий вот тут, прямо под видео. Мгм. Ну а что, камень, ножницы, бумага? Как всегда. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Мне кажется, такая ситуация уже была, да? Это не сценарий, я клянусь. Раз, два, три. Ну, так как я самый Богатый и успешный. самый возрастной в этой комнате, то я, пожалуй, воспользуюсь темой про современные деньги и деньги будущего. А я думала, old money сейчас будет. Да, я не в том костюмчике, не в том, да. Переоденься. Я думаю, что вы многие знаете про криптовалюту. Ну, биткоин, все дела. Она как истина где-то рядом. Все они слышали, но никто ничего не знает. Кроме биткоина, что знаете? Какие-то другие криптовалюты? Я знаю, что вот Ольга Бузова выпускала свою криптовалюту под названием Бускоин. Но, по-моему, эта валюта даже не вышла на торги. Это называется мемкоины. То, что выпускают именно популярные медийные люди. Серьезно? Потому что есть у Месси свой как раз-таки Месси-коин? Нет, там что-то water, что-то там, ну, связанное с водой на платформе Solana выпущенной. Но это очень глубоко, мы не будем так сильно нырять. Потому что у модных рэперов, у Игги Азалии есть свой мемкоин, то есть у многих популярных медийных личностей есть свои мемкоины. Это связано с как раз-таки блокчейном, но немножко другая история. Чего? Мы поэтому будем чуть-чуть попроще. Ну, попроще это общаться, биткоин. да. Мне кажется, биткоин знают все Ну, а абсолютно. тонкоин? Кто? Тонкоин. Тонкоин? Тон — это что-то связано с музыкой? Это связано с Телеграмом. Ну, тапалки модные. Хомяк. Ну, в том числе, да. Это вот этот, на которого нужно бесконечно нажимать и богатеть? Ну, там, Если конечно, да. вы Вот тапаете хомяка, то пишите Кому? Тебе в личку? в комментарии. Как вы активно тапаете. Ладно, понял, что вы не знаете ничего про другие Нет, я знаю, криптовалюты. что это мошенник, этот хомяк. Почему мошенник? Да я шучу. Даша и новости. Хомяк-мошенник. Та-та-та. Так как у нас все-таки вопрос будет без вариантов ответа, О, да, то за правильный ответ я буду давать вам 5 миллионов. Все вы знаете, что биткоин появился достаточно давно. И у него была разная волатильность, он то рос, то падал. Но когда-то же биткоином оплачивали что-то. Оплачивают сейчас очень много и очень часто, но когда-то был самый первый платеж. Первая покупка была совершена одним программистом в 2010 году, если не ошибаюсь. И вопрос заключается в том, что купил программист из США Ласло Ханич и сколько биткоинов он на это потратил. Ну, то есть тогда еще биткоины не были так популярны, и люди не понимали их истинную цену. Скорее да, чем нет. И, скорее всего, он купил еду какую-то и вообще не понимал, что он сильно тратится, и потратил на это очень много Но биткоинов. это программист. на Он самом деле- очень богатый, потратил, купил пиццу за 200 биткоинов, которые сейчас теперь они не 200 биткоинов. Интересный ход мысли. Это твой ответ, да? Да. На вечеринку отлично. купил или себе Ну или просто поесть? конфетки. Ну, пусть будет пицца. Мгм. Ага. Себе. Ну хорошо. Он сидит, работает, такой, куплю. Ну, то есть это Вот вряд так ли... Ну, это же вряд ли был какой-то из ряда вон мероприятие, он собрался, пожалуй, он просто что-то сделал, а это стало известно благодаря тому, что теперь этот биткоин подорожал, и он такой, я купил такую фигню, потратился. Ну, допустим. Я принимаю интересный ход. Я знаю, что есть такие чаты, Мгм.
Мне рассказали об этом, наверное... Чат-рулетка? Нет, в Телеграме. В Телеграме чаты, где, собственно, собираются люди, которые там торгуют чем-то за биткоины. И я видела, как выглядят эти чаты. Я не знаю, в 2К24 актуально ли это, но там 3-4 года назад это было актуально, насколько я знаю. И объявления, которые я там видела, это обычно там продажи домов, продажи машин, там что-то такое прям крупное. Тесла недавно, действительно объявила, что можно покупать машины за биткоины. Ага, еще бы они были у тебя. И из-за этого, соответственно, очень сильно выросли в цене, потому что когда-то до этого как раз-таки Илон Маск говорил, что биткоин — это вообще не деньги, я не буду их никак расценивать, и они упали. Но он вообще очень сильно любит дергать, рынок. Манипулятор. Да. Вот. И мне кажется, что это вот по логике Даши, я на самом деле тоже так думала вначале, что это типа что-то очень такое, примитивное, смешное в каком-то смысле, незначимое. Вот. Но, наверное, в 2010 году еще не шла речь о каких-то крупных, громких покупках, там, недвижимость, машины. Но мне кажется, что это могло быть что-то такое профильное, если это был программист, это было что-то, возможно, связанное с его деятельностью. Может быть, он купил какую-то либо программу, либо игру. Сапер. Какой-нибудь limited edition. Limited edition сапер. Мне кажется, или какую-то программку специальную для программистов, какую-то разработку, может быть, для программистов. Я так понимаю, мы играем, кто ближе будет. Да, потому что очень сложно угадать 100%. Да, пусть это будет что-то для программистов, какое-то ПО, назовем это так. Вот, и купил он это... На самом деле, я думаю, что первая транзакция была за недорого. То есть в плане за какую-то очень символическую сумму. Они проверяли, вообще пройдет, не пройдет. Пусть это будет, не знаю, 4 биткоина. 4 биткоина. Да. А я сколько сказала? 200? 200, да. Вот смотрите, если бы вы попали поближе и ценой, и покупкой, то я бы дал даже, наверное, вам 10 миллионов. Вы вообще мимо просто все. Вот. Но я кому-то из вас дам 5. В 2010 году один программист решил, что очень он сильно проголодался на работе. Да, закончив есть свои любимые чипсы, за работой он захотел чего-то более сытного и заказал 2 пиццы по цене 10 тысяч биткоинов. Вау! По факту, на тот момент это стоило, не так-то и дорого. Там даже вообще в целом не было особо цены. То есть 10 тысяч биткоинов это было как просто эти фантики примерно. Копейки, да. И все. То есть это была некая проверка. Тоже ты сказала, что это была проверка, пройдет, не пройдет, сработает, нет. Сработало. И если мы оцениваем на сегодняшний день эту сумму, то 10 тысяч биткоинов сегодня — это 426 миллионов долларов. Shut up and take my money. Круто. Наверное, они были вкусные. Надеюсь, не с ананасами, как говорится. С анчоусами. Ваши 5 миллионов? Смотрите, это мои первые 5 миллионов. Даша миллионер. Криптомиллионер. Практически. Как заработать миллион? А лучше сейчас, в данных реалиях миллион — это мало. Хотя бы десяточку, да? Миллион. Что купишь, по сути, ценного на миллион? Да, чупа-чупс. Серьезно. Или 2 пиццы. Квартиру на миллион не купить? Да нет, конечно, нет. Кто-то думал, я до сих пор думаю, как быстро заработать. Есть несколько вариантов, да. Очень сильно экономить, жить с родителями, во всем себя урезать и откладывать каждую зарплату, всю почти зарплату, остальное тратить на какие-то минимальные... На пиццу. Да. Второй вариант — это стать такой, скажем так, девушкой или парнем, который... Содержанкой. Да, или содержанком. Да, найти себе шуга-дэдди или как там... Шуга-мами. Да. Либо третий вариант, которым пользуются тоже во всем мире, и сейчас более активно, я это не пропагандирую ни в коем случае, но это имеет место быть, это онлайн-казино, либо всякие лотерейные билеты. Те самые, которые мешают смотреть фильмы. А ферму поставить? Это очень дорого и очень сложно, это затратно, это нужно много потратить денег. Сложно, надо подумать, да. Это очень много денег стоит. А тут ты каждый день покупаешь. У меня, допустим, некоторая женщина, которая меня родила,
назовем ее так, Нормально. любит покупать ежемесячно себе вот билетик. Билет лото. Да, О, да. это прикольно. Да, но, как и сказали однажды, когда она покупала именно в Почте России, ей сказали, что лучше покупать сразу 10, так будет больше вариант выиграть. А, точно. Да. А выигрывал что-нибудь? Ну, там 100 рублей, по-моему. А Ну, то сколько есть, стоит билет? 100 рублей. А, понятно. То есть в ноль Ну, отбивала. прикольно. Для современного поколения, для молодого поколения, вот эти именно лото и билетики уступили место онлайн-казино, либо там слотам, как раньше они стояли в моей молодости, просто на улицах, эти однорукие бандиты, а сейчас они есть в интернете. Всё, я Да, поняла. Да. Ой, ну это вообще обман-обманыч. Так вот, по поводу обмана. Был такой мужчина, он есть до сих пор, он отслужил в армии, вернулся домой в Великобританию, и такой, денег-то нет, устроился на какую-то плохую бедную работу, а денег все нет и нет, а ему нужно жить, ему хочется, он уже взрослый мужчина. И он решил попробовать, вот именно в онлайн-казино поиграть немножечко. Вот там буквально, минуточек 20-30, например. Так вот, какую сумму выиграл тот самый парень, которого звали Джон, и зовут до сих пор, в онлайн-казино? Вариантов нет. Да, вы можете делать ставки на правильный или приближенный к правильному ответ. Если сумма сыграет, то я удваиваю эту ставку. Ничего себе. А если сумма не сыграет, то я забираю у вас ваши деньги. Чем прославился этот мужчина? Вот только тем, Он что попал в книгу рекордов Гиннесса как самый большой выигрыш в онлайн-казино. Ничего себе! он счастливчик. А я могу получается. спасовать, я могу сказать, что я не буду... Вообще, мне родители всегда говорили, что азартные игры — Да. это зло. Вообще-то Поэтому да. вот я сейчас чувствую такое дикое сопротивление после того, как ты сказал, что он попал в книгу рекордов Гиннесса, типа, за самый большой выигрыш. Я такая думаю, не хочу рисковать. Но рискни. Кто не рискует, тот не пьет. Змей-искуситель. Да. Ну ладно, пусть будет миллиард. Давай. Вот это вот. Миллион или миллиард? Миллиард. Миллиард? Он в книгу рекордов Гиннесса А попал. как ты миллиард Она ставит соберёшь? 500. Я ставлю А, 500, да. что он выиграл миллиард. Ну, давай так, я тоже поставлю 500к, я же не... Какие вы Да? вообще скучные. Осторожные Я не люблю женщины. азартные игры, если Ладно, честно. хорошо. Онлайн-казино не моя история. А можно я буду вообще хитрым жуком? И я Да. такая, миллиард евро! Йоу! Вот так вот, да. Да! Никто из вас не получит выигрыш. Таки боимся рисковать. Ну, вообще. Точная сумма джекпота Джона Хейвуда составила 13 миллионов 213 тысяч 838 фунтов стерлингов. В евро это примерно 17 миллионов 900. Короче, далеко от миллиарда, прям сильно далеко. Очень далеко, да. Ой, ладно. Ну ладно. Моя игра, мои правила. Я хочу поговорить сегодня о таком явлении, как финансовые пирамиды. О. Какая пирамида у вас всплывает в памяти, в самая голове? первая. Я думаю... Сейчас позу приму знакомую, все узнают. Я думала, первое задание — сесть в позу Мавроди, нет? МММ. Мгм. Это первое, что приходит на ум. На самом деле, история этой пирамиды начиналась вполне себе прилично. Они не сразу начали втюхивать людям билеты, которые представляли собой акции компании МММ. Мгм. Сначала компания называлась торговый кооператив МММ. И мой вопрос таков. Какой подарок сделал торговый кооператив МММ жителям еще Советского Союза летом 1991 года? Цель этого подарка была... Привлечение внимания, Да, видимо. привлечение внимания к компании. Так вот, бесплатный билет МММ для всех желающих, Мгм. день бесплатного проезда на метро, Мгм. концерт Аллы Пугачевой или прилавки с бесплатными продуктами. Я помню Леню Голубкова, я помню Мавроди, прекрасно представляю, как он выглядит, знаю, что у него есть брат, Мгм. знаю, что МММ повторная попытка была, что Была. это действительно трагедия для всей страны, переломный момент в государстве, то есть дабл-трагедия. Но вот таких нюансов, вряд ли это Алла Пугачева, потому что это было бы, наверное, слишком громко, и я бы точно об этом знала. С бесплатными продуктами как будто бы напрашивается само собой, да, потому что это как раз то время, когда...
такая бы штука пригодилась, да, как бесплатное молоко, Еда. кефир и вообще в целом еда. хлебушек. Мне кажется, что все было гораздо проще. Они давали бесплатный билет в МММ, потому что никто еще тогда не понимал, что это такое, а все было ново, и все интересно, как говорится. Поэтому я выбираю первый вариант. Я вот задумался, ты же сказала, трагедия для всей страны. Но если это была такая большая трагедия, почему люди до сих пор верят во всякие пирамиды? Видимо, не такая и трагедия. Потому что есть такое понятие, как феномен веры. Он распространяется вообще на все, не только на религию. Ну, то есть Ну, нам свойственно верить в себя, в чудо, ну во как, что онлайн, угодно. как онлайн-казино, Да, криптовалюта, это то же самое. бускоины, которые Да, это когда-нибудь всё то же залетят. самое. Но по поводу второго захода МММ я поучаствовал в нем, кстати. Серьезно? Да. И Посмотрите Сколько лицо, второе. я заработал там денег. Сколько, если не секрет? Ну, порядок. Слушай, ну я удвоил сумму свою. Ну, о каких цифрах идет речь? Я не помню. Я помню, что ну, честно, это было Ну, настолько... типа 100-200 рублей или там 1000-2000? Но у него был один бускоин, но он получил 2. Ну да, типа того. Первые люди, которые там вложились, они, успев забрать деньги, они заработали хорошие деньги. И в целом на этом же и была построена вся концепция, что типа верхушки получают много, а низушки как бы ничего. Тут надо вовремя остановиться. Да, как и, собственно, вы сделали со ставками. 91 год, и вот когда Даша говорила, да, напрашивается именно история про еду, потому что там голодные годы, казинаки все ели какие-то. Да, развал Союза вообще. Ну, то есть... да. Но если там было, допустим, приглашение или концерт группы Scorpions, я бы, наверное, ответил бы его, потому что это было бы прям очень так, Неожиданно. Да, Алла Пугачева. Прикиньте, Wind of Change, МММ, да, Да, перемены, да, новая да. страна. Ой, Вот. страшно. Алла Пугачева классно, и я думаю, что вполне мог себе это позволить на тот момент Мавроди, как такой именно жест открытый, что вот даже Алла Борисовна с нами, и вы тоже можете быть с нами. Но это Москва. Как будто бы это не так удивительно. Хотя 91 год. Поездка на метро, да, ну это странно тоже. Как они раздавали? Просто билетики? Бесплатный билет, если бы это был золотой билет Вилли Вонки, да, было бы идеально. Давай я остановлюсь на еде. Может, это во мне мой голод говорит, а может быть, это и правильный ответ. Поэтому прилавки с бесплатной едой. Вообще все варианты классные, все рабочие. Все Ну схемы да. рабочие. Да. Да. Я бы купился на все. Я, на самом деле, сидела и думала, а сколько же мне денег дать вот этих вот потрясающих вот этих вот за правильный ответ. Но, на самом деле, мне даже думать не придется, потому что денег я никому не дам. Я жадная. Торговый кооператив МММ, как он назывался в самом начале, решил сделать вот такой подарок и оплатил несколько миллионов поездок жителям с 6 утра до закрытия метрополитена. И, собственно, он просто, не знаю, Мавроди или сам, либо его помощники. Кооператив, скорее всего. Ну, все вместе, да. скинулись. Они просто пришли, собственно, там, к администрации метрополитена и говорят, вот сколько вам нужно там заплатить, чтобы мы там обеспечили бесплатный проезд На весь всем день. на весь день. Вот. И эта акция на самом деле повторялась потом еще несколько раз, уже после того, как Союз распался, потом 2 или 3 раза они еще делали эту акцию. Ничего себе. И для граждан это был сюрприз. То есть они пришли, а турникеты открыты, можно пройти без жетончика, без карточки. И без перепрыгивать не надо. Да. Да. Вот. И таким образом, после вот этой акции в программе новостей сняли сюжет про эту акцию, и еще больше людей узнали, что такое МММ, и уже потом случилось, что случилось. Ну да, это логичнее, чем концерт Борисовны и продукты бесплатные. Куплю жене сапоги. В 1999 году китайский предприниматель, звали его Ван Фэн, организовал одну компанию. Я не буду говорить, как она называется, потому что тогда для вас будет подсказка. Собственно, он организовал определенную схему, по которой инвестору предлагалось вложить примерно в пересчете $1500 и за там, полгода-год получить прибыль в размере 30-60%. Выращиванием каких животных должны были заниматься инвесторы китайской финансовой пирамиды, о которой я говорю, да, там на протяжении вот этого полугода, года, пока они ждут свою прибыль. Это муравьи, змеи, тараканы и скорпионы.
Ну, я назвала животные так, в общем, да. Это было в России или это было Живые в Китае? существа. Это было в Китае. В Китае, да. Ну, красивый ответ был бы муравьи, конечно, потому что их муравейники визуально напоминают пирамиды. Интересно. Да. А вы видели, кстати, в Ленинградской области какие муравейники? Конечно. Они мы же высотой, как каждый человек. день ходим туда. Нет, серьезно, около Щучьего озера там муравейники вот такой высоты. Мгм. Я не видела. А вы облизывали Клянусь. палочку и клали в муравейник, чтобы потом ее облизывать кисленькую? Здесь должна быть странная Извращение. музыка. Логикой вообще каким-то образом можно ответить на этот вопрос? О, Или здесь больше не на знаю. удачу? Так, подожди, а сколько ты дашь за этот ответ? Началось. Торги пошли! Да. Ну, давай, да, чтобы прям было хорошо, я прям вот Ничего такая, себе! или нет. Над Ладно. златом Сразу чахнет. видно жадную женщину. Ладно, хорошо, чтобы не быть жадной, 5 миллионов. Нет, ну если рассуждать с точки зрения полезности этих животных, то есть для чего их выращивали, с какой целью, то самые полезные — это змеи. По-моему, это Вы же очевидно. скорпионы. Ну, они вроде как тоже полезны, но змеиный яд очевидным образом... И кожа для ремней, Конечно. и для обуви. Муравьи — это был бы очень красивый ответ, но я все-таки выберу вариант змей. Мгм. Я все не могу никак успокоиться по поводу муравьиной попки, ну, потому что, ну, как это вы никогда не пробовали вообще муравьиный сок? Это же так вкусно было в детстве. Вот, еще я люблю очень нетривиального героя Марвел, Человека-муравья. Он забавный очень. Он, конечно, не особо полезный, но, тем не менее, достаточно комичный. Тараканы звучит как вброс, как будто бы. Почему? Ну, потому что тараканов и так везде полно. Чего их разводить? Да? Согласны же? Согласны. Тем более в Китае. Ну, я не жил в Китае, не знаю. Мне Но, кажется, их там едят. возможно, скорпионы слишком сложно выращивать, как будто бы оно того не стоит. И очень опасно. Змеи логично, но тоже сложно. Ну, смотри, чтобы выращивать змеи, нужно там покупать им Ну, корм. что там маленькая змеюшечка такая. Все равно. Была новость недавно, что Пути-пути. один китаец провозил в штанах змей. Вот, его задержали. Да. Может быть, это была метафора? Очень редких. Нет, там маленькие змейки. Ну, в целом, да, метафора. Как это звучит, как вброс, так, мне кажется, это и правильный ответ. Потому что тараканов, я знаю, что используют тоже в медикаментозных каких-то форматах. Поэтому муравьи красиво, романтично, приятно, но я выбираю тараканов. Мгм. Ну, я на самом деле думала, что я вот-вот сейчас отдам кому-то заветные 5 миллионов, да, которые я обещала, уж помялись. Но нет, я их оставлю, потому что ни одного Муравьи. правильного ответа не прозвучало. И Виталий, ты был Ладно. так близок к правильному ответу. На Эх. самом деле китайский предприниматель Ван Фэн организовал муравьиную ферму Вот я в так и огромном знала. масштабе. И, соответственно, за вложение в эту компанию инвестор получал, ну, такой вот домик, условно, для выращивания муравьев. И, соответственно, какое-то время он должен был там их кормить, смотреть, что с ними все нормально, там поддерживать определенную температуру, да. Ну, там достаточно простые были условия содержания. И потом их забирали якобы обратно для изготовления медикаментов, там, использования в мазях. Ну, там сложные уже, скажем так, были легенды на тему того, как используют этих муравьев. Хотя бы 1000 мне можно? Ну, я же был близко. Торг начался. Да. Нормально, я тоже вообще-то с самого начала про это сказала. В общем-то, Ван Фэн привлек более миллиона своих соотечественников к вложению в эти муравьиные фермы. Вот. И когда его заработки достигли суммы 2 миллиарда, по-моему, долларов. Не буду врать, долларов, по-моему, там исчислялось. В общем-то, определенные органы заинтересовались его деятельностью. Муравьиными попками. Да, и начались всякие проверки. И, в общем-то, в итоге, на самом деле, его казнили. Да. Муравьи? Нет, нет, Муравьями? нет. Надеюсь. Нет. Его... Муравьиная полиция, муравьиная казнь. Жестокая страна, жестокие нравы. Да, он даже не смог воспользоваться никакими своими заработками, потому что достаточно долго шли разбирательства, и в конце концов там все было конфисковано, и он был казнен за свои мошеннические схемы. Вот. Тебе страшно? Мне нет.
Как заработать свой первый фейковый миллион? Об этом я напишу свою книгу. Но так интересно, мы сегодня ретроградим. Получается, что у Виталия была какая-то современная страница истории денег. Настасья нас окунула в самый финал Союза, а я позадаю вам вопросы об истории денег. Где конкретно сформировалась первая денежная система, можно спорить, но в целом уже к концу VI века до нашей эры в Древней Персии была сформирована денежная система при Дарии I, и существовало два вида денег. Серебряные И и золотые. золотые монеты. Мгм. Да. Серебряные монеты назывались сиглы. Или сикли, или... Сама ты сикли. Или Сикля. шекели. Ну, это Шекели, в целом ага. одно и то же. Да-да-да. Ну, в общем, сиглы. А как назывались золотые монеты? Вариантов нет. Сиглы. Это как-то переводится, скорее всего, да? Но я не знаю, как это Сиглы. переводится. Но, допустим, там серебро, значит, на букву «С», да? Поэтому silver. серебряный, значит, сигл, да. Вот он такой То есть подумал. золото значит... Значит, на «З» что-то должно быть. Что-то... Подожди, нет, на английском это будет gold. Значит, Значит, silver. на «Г». Ну, хотя серебро и gold. А я напоминаю, что... Это было в Древней Персии. Да, это было в Древней Персии при Дарии Первом. Он Слушайте, разделил что-то я государство на пропустила. сатрапии. Мгм. На кого? Сатрапии. Почему? Области, округа. Зачастую, Это когда... перегородка в носу, Настасья. Нет, к тому, что в чем гениальность этого человека? Он завоевал огромное количество земель и научился правильно ими управлять, потому что правильно административную систему устроил. Ну и плюс... Какой молодец. Да, Был да, финансово грамотным. Мгм. Вообще, каждый раз, Очень. когда Дарья задает вопросы, я начинаю испытывать легкий стыд за отсутствие каких-то знаний. Да прекрати, тут вопрос на логику, тут не про знание Конечно. вообще. на логику. тут Ну, всё значит, да. просто. Монеты. Мгм. Может быть, называют Золотушки. золотушки, золотушки. А, Сикли и пакли. Я думала, ты про Сигла этого пошутишь. Стивен. Нет, нет, нет. Про Стивена мы не будем шутить. А то Ну, Сартуфи какая еще здесь зарядит логика нам. может быть? Какая здесь может быть логика? Ну, логично. Я это рисовал для вас 2 года и 3 месяца. тебя отвечу. Значит так. Смотри, Давай представим, что, допустим, Джоан Роллинг знала про это и написала маглы, как будто бы это золотые люди. Ну, сиглы и маглы. Ну, только они Классно были, звучит. наоборот, типа, они же были такие без сил, деревянные, но да? они были не очень. Деревяшки, получается. Значит, не А, маглы, серебряки какие-нибудь, сиглы, золотушки, не знаю! Бесит меня. да. Колотушка. Как ты странно вообще бесишься. Сказала просто жопки, меня и бесит, все. меня- Вот тебе ответ. У меня прям нет ни одной логической как бы цепочки. Как бы ты назвала валюту? Валюту? Да. Ну вот если бы ты такая, хочу назвать валюту. Если бы ты была царем Древней Царицей. Персии. Настасьцы. Мгм. Ну, в честь себя я бы назвала какую-нибудь валюту. Вот. В этом есть логика. Поэтому я думаю, что... Валюта всё-таки, называлась Дарий. Ну, что-то такое. Либо дар, либо дарий. Либо... Ну, на Либо самом деле, это Дарний. будет не очень честно, но мне кажется, да, это хорошая логика, типа, один Дарий. Да. Или Я- один дар. Я принимаю ваши ответы, но я не дам вам баллы, ну, точнее, деньги, потому что я хотела дословный. Ох, Дословный ответ. Он ничего себе. звучит дико весело по нынешним временам. Это один дарик. Один золотой дарик. Нет, но если ты Я подсказала нам и сказала, Дать что 1 это миллион за один золотой дарик. аналог Мартиросяна, тогда бы мы сказали тебе. Ну, на самом конечно. деле, мне кажется, вот я сейчас буду очень добрый, и мне кажется, что Виталий заслужил этот 1 миллион, потому что Виталий придумал вот эту историю про... Не придумал, а логически догадался про связь с именем царя. Хорошо, Но за то, это что Виталий... видение Дарьи, поэтому... Нет, за то, что Виталий логику просек на самом деле. Я ему дам, но 500 000, потому что 500 000 я все-таки дам Настасье за адвокатские услуги. Ну, в целом ничего не изменилось, но у нас появились деньги. Да. Хоть что-то Хоть не с подержать. голой жопой, как говорится, уйдем отсюда. Друзья, обращайтесь за кулисы. Да, дерзайте. Далее я подготовила для вас денежный блиц. Обычно я бываю на блицах очень щедра, но в этот раз я сделаю иначе. Если один из вас не допустит ни одной ошибки,
пенделей. Тот получит от меня щедрый денежный комплимент. Итак, сколько стоил хлеб в 2008-м? Настасья. Ну, допустим, 28 рублей. Принято. 14 рублей. Что такое гурт? Кажется, это, короче, соленый сыр такой из... Игра про деньги, Виталий. Гурт — это, наверное, какая-нибудь вот этот вот мешочек с деньгами. Первые бумажные деньги в России появились при ней. При... Екатерине II. При, не буду повторяться, Елизавете. Лучше бы повторился. Кванта Коста. Так все просто. Ту-ту-ту-ту. Что? Мне повторить? Там Можешь. другого варианта нет. Ты поверила спросил? серьезно? Ты спросил у лифта стоя? Сколько мое сердце стоит? Какое животное дало название первым металлическим деньгам на Руси? Ух ты. Корова. Одна Виталий? корова, да? Кабан. Кабан? Кабан. А я такая смотрю, не могу сообразить. Я кабан! И последний вопрос. Какую реформу провел Сергей Юльевич Витте? Кто? Виталий. Ну, Сергей Юльевич Витте провел Витальевскую реформу. Он провел денежную реформу. Итак, разбираем. Разбираем. Ну ладно, я каждому дам по миллиону. Вы молодцы, потому что вы угадали же песню эту. Конечно. Конечно, как бы в целом Конечно, ситуация да. не меняется, Но да? Ну ладно. давайте все-таки разберемся. Давайте разберемся, конечно. По вопросу хлеба Настасья была ближе, потому что хлеб стоил примерно 25,5 рублей. Да ладно? Гурт. Гурт. Есть аверс, есть реверс, а есть гурт — это ребро монетки. Первым бумажные деньги, все правильно, ассигнации появились при Екатерине II. Квант Кост, как все просто, ты спросил, лифт стоит, сколько твое сердце стоит? Какое животное дало название первым металлическим деньгам на Руси? Это была куница. Так называли деньги, которые появились на Руси и приходили к нам из других стран. То есть чужие монеты называли куна, потому что обменной валютой считался мех куницы, ну то есть хвостики куницы. На тебе куна! Да, куна. Ну, собственно, Сергей Витте провел денежную реформу. Сразу после смерти Распутина все его убийцы начали всем рассказывать и бравировать тем, что они его убили. И рассказывали подробно, как они его убивали. Один из них был Пуришкевич. Он, получается, шел с какого-то бара, встретил цыган. Он всю жизнь зарабатывает на ставках на спорт. Я прям так хорошо помню вот это настроение общественное. Я купил биткоин за дешево. Как ты и говорила, Настасья, видимо, мы с тобой скидываемся на подарок самому активному нашему комментатору, человеку, который под этим видео напишет, на что он потратил нелепо деньги, или как он заработал, может быть, необычным способом, или нашел деньги в зимние куртки своей Или на бывшей улице. женщины. Уже бывший, да, потому что слишком много нашел. Да. Да, историю нужно написать под этим видео в комментариях, да, ну а мы уже выберем победителя, расскажем об этом в нашем телеграм-канале. Ты И вводишь. оплатим настоящими деньгами подарок нашему активному слушателю и смотрителю. Да. Не забывайте подписываться на нас, ставить лайки, сердечки, вот такие сердечки, оставлять комментарии, нам это очень важно и приятно. Ну и до встречи на следующих выпусках. И, как говорится, не имей 100 рублей, а имей хотя бы 100 подписчиков. У-у-у! Всем Пока-пока! пока!